Good morning, Karen. Good morning, Ettore. Welcome to our AMC Artist Talk. It's now a tradition. All our great conductors are taking part in this program where we talk about their life. And I wanted quickly to remind our friends who are going to listen to this conversation that Karen Durgarian is an Armenian conductor, very proudly Armenian, who has been working a lot in Russia, but also a lot in Europe during his life. We know each other since now many years, over 20 years. So I'm also very happy to somehow get back to our history. I'm going to interview Karen in Russian as much as I can, because, of course, the mother language of Karen is Armenian, but Russian is his basically second language, the language he has been working more with. So I will try to interview him in Russian. So our interview, Karen, will take about 30 minutes. So I need to keep you on our guidelines. So, добрый день, Карен. Вот, начинаем на русском. Наш разговор всегда начинает с истории твоей семьи. Значит, как у тебя родилась любовь в музыку? И был какой-то из твоей семьи тоже музыкант? Мои родители не музыканты и не имели ничего общего к искусству. Но, как мы помним, в советское время все люди старались быть очень близки к искусству, и у каждого дома обязательно должен был быть какой-нибудь музыкальный инструмент. Это означало, что данная семья, она хочет быть благородной, она хочет быть образованной. И все родители в советское время пытались своих детей учить музыке, и чтобы дети шли в музыкальные школы. Это как частное нормальное образование, да? Абсолютно. Потому что в советское время в Армении было очень много музыкальных школ. Очень-очень много. И каждая семья хотела, чтобы его ребенок обязательно учился музыке. Независимо от того, он будет делать профессиональную карьеру или просто быть образованным человеком. И какой был у тебя твой первый инструмент, который был дома? Я начал играть на флейта. И это мне помогло в дальнейшем выиграть конкурс «Молодежный симфонический оркестр», а потом попасть в филармонический оркестр. Это номер 1 оркестр в Армении. Ну, значит, ты сразу думал, я буду музыкант? Нет, я никогда не думал. Мои родители думали, что я буду художником, потому что я в детстве хорошо рисовал. Я сам думал, что я хочу быть... И твой брат художник, да? Да, мой брат. Вот. Значит, у тебя был какой-то талант. Да. Но я думал делать карьеру как священник, если честно. Когда-то у меня была идея, что я буду священником. Но потом получилось так, что я попал в музыкальную атмосферу и тихо-тихо начал играть сольные концерты, как флют. В основном я в то время очень любил барокко. И не думал, что, например, Себастьян Бах, и кроме него есть кто-то мощнее. Это было невозможно. Я не мог слушать ни Стравинский. Вообще 20 век для меня был позор. Но вот интересно получается, что у нас дома всегда были пластинки тогда, и моя мама каждый день... Мелодия, да? Да, это была правильно. Мелодия. Большая компания, которая... Да, русская, советская компания тогда, который практически написал все. Все, что возможно. И у нас дома, кроме классической музыки, всегда звучал Азнавур и Эдит Пиаф. То есть сегодня это две легенды, которые остались как классики в своем жанре.
Но вот Эдит Пиаф, Шарль Азнавур и максимум все фортепианные концерты, что возможно. Я слушал фортепианные концерты очень-очень много. И это благодаря моей маме. А родители моей мамы были, в советское время их называли враги народа, но они были из благородной семьи, их фамилия Мелики, Меликситян, это князья. И, естественно, у нас дома сохранились все старые, знаешь, эти кинжалы кавказские и, значит, утварь. И мой дедушка учился в Тбилиси, а в то время Джорджия, Тбилиси было центром, culture-центр на Кавказе. Да. И там, естественно, был оперный театр, и мой дедушка тоже ходил в оперный театр. И все это как бы со стороны моей мамы передавалось, что дома у нас обязательно должно быть что-то в искусстве. Это рисование, это слушание музыки или театр. Понятно, Да. понятно, понятно. А когда ты решил, твоя профессия будет музыкант и особенно дирижер? Как это было? Как был процесс? Процесс был так, что я выиграл конкурс как Principal Flute Junior Symphony Orchestra Ереван. И первое выступление, я сегодня помню, что мы играли Арлезианка и Дворжак Симфони, где практически все флют-соло. Я тогда учился в консерватории и был на втором курсе консерватории по классу флют. А консерватория в советское время это как высшее образование, это как университет. Потому что консерватория в Италии это как правильно, как правильно. У вас это как Hochschule, да. По-немецки, да. И я учился на втором курсе и играл этот концерт. Это был первый концерт оркестра. И генеральный менеджер, знаменитый композитор Эдгар Хованесян присутствовал на концерте. На следующий день меня к нему вызывают, говорят, что генерал менеджер хочет с тобой говорить. И я думал, что какой-то экзамен я сдал плохо или что-то нехорошо. И я пошел к нему. Он сказал, что проходите, садитесь. И сказал: молодой человек, я думаю, и я хочу, чтобы вы стали дирижером. Вау, значит, он сразу чувствовал что-то было. Ну, он сказал: если идите, подумайте, если вы согласны, тогда напишите письмо, и я хочу, чтобы вы учились как дирижер. Значит, он был твой первый ментор, да? Как он называется Да. по-английски? Ментор, Ну, да? да. Как его зовут еще раз? Эдгар Хованесян. Хованесян. У него очень хорошая балетная музыка, и он его песня сейчас гимн Ереван. Ага. И в очень время, популярный да. композитор. И он в свое время был генеральный директор оперного театра, и он знал оперу супер. Да, надо сказать, в Армении есть очень большая традиция оперы, очень большая. И у вас был композитор, который был ученик у Верди, да? Да. Он написал, в принципе, получается, что он был первый армянский композитор, который создал оперу. Это Аршак II, про царя, и он был ученик у Верди. Как его зовут? Его зовут Чухаджан. Чухаджан. Да. И вот я и сказали вещи, которые я всегда помню. У меня наш большой друг, который нам представлял, Гегам Григорян, тенор, великий тенор, который умер недавно. И Гегам всегда сказал: Верди украл в Армении какой-то мелодии, особенно в Аиде. Во времени Аида есть какой-то армян.
Да, и, кстати, вот эти мелодии, они народные мелодии, где поют Нагорный Карабах. Сейчас вы слышали конфликт Нагорный Карабах, Конечно, и конечно. эти мелодии выходят оттуда. Но мир, он очень маленький. Этот коронавирус показал, что мир очень маленький, и все очень много друг друга знают, потому что мелодии, потому что сам Верди писал оперу «Аиду» по заказу Нубар-Паша. А Нубар-Паша – это был премьер-министр Египта, по национальности тоже армянин. В итоге это оригинал. Что я скажу? Что я хочу сказать, что я никогда не думал, что я когда-нибудь буду дирижером. Тебе сказали, тебе дали заказ. Да, потому что я, когда работал в симфоническом оркестре, всегда любой музыкант думает, что он сделает это лучше, чем дирижер. Это Правильно, психология. правильно. психология Это абсолютно всегда происходит. И Каждый мне- музыкант думает, он лучше, чем дирижер. Всегда. Это психология. И если честно сказать, мне помог этот филармонический оркестр тоже, потому что я играл весь репертуар, что возможно, симфонический. И практически я все знал изнутри оркестра. Когда ты играешь, ты слышишь, ты видишь, как концертмейстер работает штрих, почему именно нужно так, не только как композитор написал, но вниз, вверх. То есть это большая школа, когда ты работаешь в оркестре. Так что вот этот период, он был такой, и я очень многому научился. И филармонический оркестр Армении, где я работал, в свое время руководил великий маэстро Валерий Герн. Он был руководителем этого оркестра, и очень многие музыканты, с кем я работал, они уже играли с Гергиевым, и очень много чему я научился. Он был очень молодой, он был молодой музыкальный директор Armenian Philharmonic, правильно? Да, это было так. И потом начинал времени твой петербургское времени, да? В 1996 году когда в Армении было очень плохо, потому что это после советский развал Советов, блокада, после войны и так далее, мы сделали фестиваль с нашими друзьями из Санкт-Петербурга, Benjamin Britten в Армении. И приехала большая делегация из Санкт-Петербурга, музыкальные критики, приехала ассистент Бенджамина Бриттена, Розамунд Строуд, приехала в Армению, мы организовали фестиваль и так далее. И вот мои коллеги из Санкт-Петербурга, одна из знаменитых критиков и людей, которые писали книги про Шостакович, Бенджамин Бриттен, это Людмила Ковнацкая, которую я очень люблю и очень благодарен ей. Она сказала, что, Каренчик, вам надо приехать в Санкт-Петербург. И я уехал в Санкт-Петербург в 1996 год, и мои друзья организовали, что я жил у них дома, потому что было очень-очень трудно в то время. Конечно. И начал ходить на уроки Ильи Мусина. Да, это великий человек, очень великий. Это сразу перевернуло все, что я знал. Все, что я знал, потому что в первый раз я увидел такой большой класс, и где одновременно много дирижеров работают над произведениями, и за этот период мы учили очень много партитур. Да, надо запомнить, Илья Мусин преподавал практически 3 или 4 поколения, огромные русские школы, дирижерская школа, начинается с Темиркановым, потом Бичков, Гергиев, Марис Янсен, конечно, и до Туган Сохиев, до последней Туган Сохиев и тоже Куренцис, да, правильно, Куренцис был. Абсолютно. Теодор Куренцис, он был тоже ученик. Ученик Мусина, и в то время Мусин говорил, что это будет великий дирижер. А что ты думаешь, был особенно из школы Мусин? Что ты думал?
он показывал не схему раз, два, три или one, two, three, one, two, three, four, а он показывал, как управлять музыкой и брать звук, потому что у каждого дирижера есть свой звук, и он показывал, где звук находится в руках. И он объяснял, как дирижер должен работать с оркестром, чтобы взять душу у музыканта, чтобы был звук, свой тембр. И у каждого ученика был свой тембр. Вот он учил этому, потому что учить раз, два, три, четыре это другое. Трудно. Это не трудно. Это другое. Вот он учил, как дирижировать музыкой, чтобы в руках была музыка. Очень интересно. А сколько лет ты был с ним? Я был почти год, потому что у меня контракт с филармоническим оркестром был такой, что я мог маленькое время отсутствовать. Но интересно, что после того, как я вернулся в Армению, тогда художественный руководитель оркестра сказал, что я должен быть ассистент-дирижер. Уже не буду работать. Кондактор. Понятно. И мне в этом тоже повезло, что... Это был Лорис Чекнаварян, правильно? Лорис Чекнаварян, да, который практически мне было 25-26 лет, и в то время, понимаешь, уже дирижировать с оркестром в Армении не каждый мог. И он мне сделал в жизни такой подарок, что я мог в году иметь несколько концертов и попробовать свои... Репетиции, показать все. Да. Мне в этом плане очень повезло. Это очень. А когда ты думаешь, я сейчас сделаю что-то, которое очень важно для моей карьеры? Это, Реджан, я никогда... Ты понимаешь, психология советского человека, потому что я родился, 50% моей жизни – это период советский. Правильно. В то время не было понятия делать карьеру, что это надо важно. А важно было максимум профессионально сделать свою работу. Это флют, хочешь дирижер, хочешь такси, хочешь парикмахер. Да, правильно. У каждого было его уровни. Это... Правильно. И правильно. Вот это считалось важно, но это не считалось, что делать карьеру. Вот. Я никогда об этом не думал. Да, это всегда я думал. Даже водитель – это важный человек. Ты не скажешь, о, он водитель, это не важный человек. Нет, в советское время у каждой профессии, когда он серьезно работал, всегда было уровни, какой-то респект. Да. Правильно. И вот пришел момент, когда я должен был уехать в Америку навсегда. И был мой последний концерт с филармоническим оркестром. И я дирижировал Стравинский «Жар птица», «Дафнис и Хлоя» и еще что-то. И на этом концерте был Гигам Григорян. А мы с ним не были знакомы вообще. И после концерта он пришел в гримерную и сказал: «Здравствуйте, я Гигам Григорян». Мы познакомились, и он спросил, какие у меня планы. Я сказал, что через неделю уезжаю в Америку, потому что уже буду жить в Америке. Он сказал: «Окей». Через 2 дня позвонили из Министерства культуры и сказали, что министр культуры хочет со мной говорить. Я вообще не знаком ни с кем, ни что. Я пошел в Министерство культуры, и ассистент говорит: у министра митинг, пожалуйста, подождите. Чуть-чуть вам надо подождать. Потом дверь открывается, из кабинета выходит Гигам Григорян, Юрий Давтян, весь оперный бомонд. И Гигам мне делает так и уходит. Потом я захожу в кабинет, и министр говорит: Карен Дургарян, я вас поздравляю, мы назначили вас главный дирижер оперного театра. Мы вообще не обсуждали ни с кем. Ну, это был Гигам. Гигам very generous man. Always и вот very моя generous. первая опера – это «Кармен». Вообще я не знал, потому что всю жизнь я играл симфонический репертуар. И
в душе я люблю очень симфонический репертуар. И здесь Кармен. И, ну, так пошло. Это уже, я не знаю. Я И никогда начинал не... твою оперную карьеру. А еще другой очень важный момент для тебя, я знаю, это твои любовь и твои отношения с балет. Как это началось? В Ереване я очень мало дирижировал балетами, и только был «Спартак» и балет Гаяны. Это два таких характерных... Национальные. Да. А классический репертуар я вообще не дирижировал никогда. Но когда Новосибирский оперный театр пригласил на «Спартак», потом предложили несколько балетов, это я каждый раз и каждый день я иду на репетиции балета. И я вижу, как трудно быть балетным дирижером, который нужен знать максимум. Потому что дирижировать музыкой, но балет – это абсолютно другая специфика. И я думаю, что все-таки в карьере дирижера, который должен заниматься балетом, он должен обязательно проходить балетный репертуар, изучать в консерватории тоже, потому что нигде это не изучают. Это только по опыту, да? Только получается опыт. И ты понимаешь, что балетная музыка прекрасна, если взять Петр Чайковский, если взять Прокофьев, если взять Стравинский. Это балетная музыка, это шедевр. Конечно, мы знаем этот репертуар по симфоническому как репертуар, но когда ты видишь театр, это, конечно, чудо. Да, это имеет большая разница. А я помню очень хорошо, когда ты дирижировал Жизель Венеция, Ла Фениче с Михайловским театром, а там я чувствовал, был для тебя какое-то особенное отношение с вот этой музыкой, и так хорошо соединил музыка и балет, как просто абсолютно натуральное дыхание вместе. Это было правильно чудо. И там я должен сказать, я балет не очень любил, я думал, музыка просто аккомпанемент. А там я сразу видел что-то абсолютно по-другому. Эта музыка не аккомпанемент, это просто внутри душа в балет. Да, правильно? Абсолютно правильно. И поэтому балетный мир говорит, что мы танцуем музыку, а не цифры. Они же все, у них математика, счет, но они танцуют музыку. Это практически получается, что дирижер дирижирует музыку, а балет танцует музыку. Это то же самое, что режиссер, оперный режиссер, он ставит на музыку, то есть на музыкальный акцент, у него всегда что-то происходит. Да, который сегодня жалко, редко бывает сегодня. Ну, это уже другая история. Это другая история. Это другая история. Но получается, что балетный мир – это очень интересный мир, и работая с очень многими хореографами, ты видишь, как они думают, как думают в музыке. А теперь у меня есть всегда 3-4 вопроса по поводу композитора, потому что я очень люблю посмотреть, как вкус меняет. Значит, кто был твой любимый композитор, когда ты был молодой, и наоборот, композитор, который ты попозже думал, он очень хороший, и раньше ты думал, он не такой интересный. Как? Вот кроме Себастьян Бах, я не мог слушать ничего. Я слушал Глен Гульд просто часами. Концертный Бах и так далее. То есть барокко для меня и Стравинский для меня был никто. Это сейчас Стравинский мой самый любимый композитор. Самый. Конечно, Шостакович, Рахманинов, Прокофьев, Чайковский, Римский-Корсаков. Ну вот видишь, я говорю русский репертуар, как бы русский композитор.
потому что 20 век я не представляю без русских Без композиторов. Стравинский, да? Потому что, Абсолютно, да-да. 20 век – это русский век. а вот Стравинский «Весна священная» и Стравинский «Жар птица» – это просто супер чудо. И здесь ты видишь мышление русского композитора. И русского композитора, который чувствует натуральную душу русского человека, который думает, как жили русские до христианства, как языческое, да, языческое. Да, как Ленос там был. Да. Да. И Старые в этом традиции. плане вот мой переворот, что я сейчас не могу без Стравинского, это есть факт. Конечно, в свободное время я слушаю сейчас только духовную музыку, церковную музыку, армянскую церковную музыку, которая... это огромная другой... традиция Да. церковная. Но Бах всегда остается Бах, это величина. Но вот мой переворот пришел к тому, что я очень люблю 20 век. Я тоже хочу тебя спросить что-то очень внутренние эмоции. Значит, у тебя был очень трудный времени, когда у тебя был серьезный болезнь. А ты проходил через это, и ты стал, как я читаю, я очень чувствовал, другой человек после этого. И ты опять начинал работать музыка на абсолютно другое отношение. Это правильно я скажу? Да, это правильно. Я долго болел, и я тебе скажу, что поменялось в жизни. До того, как я болел, я верил в Бога. После болезни я говорю, что я не верю в Бога, а я знаю, что Он есть. Это две разные вещи. Верить, но знать. А как это соединяется с музыкой на твоей жизни? Вот это новая концепция. Ты понимаешь, композитор, мы всегда берем композитора как человек, который написал музыку. А сейчас мы берем, что Бог написал музыку через композитора. То есть то, что мы играем, это создание Бога, но руками человека, который написал. Так же, как Библия, Слово Божье, да, вот человек писал то, что ему говорил Бог. И здесь композитор, он пишет то, что ему говорит Бог. Значит... Это имеет, конечно, большая разница. Конечно, большая разница. А был момент, когда в твоей карьере ты думал, у меня уже хватит, надо перестанет с музыкой? Да, был это такой момент? Есть. Это есть. Это сейчас есть такой период, когда я хочу чуть-чуть отдыхать. Скажу почему. Потому что все-таки театр, в театре есть элемент как фабрика. Конечно. Everyday performance, everyday. А ведь... И тоже балет, есть вещи, которые идет 2 балета в день. Да, и я это, знаешь, почувствовал, когда мы поехали в Японию с Михайловским театром, там был серия «Лебединое озеро». Everyday sleep. Ну, после 5-го спектакля уже, да, идет искусственно, знаешь, но уже ничего не чувствуешь. Поэтому... Идет механика, да, чуть-чуть? Идет механика, но мы понимаем, что искусство и механика – это 2 разные вещи. Это то же самое, что читать книгу и читать то же самое в компьютере. Это 2 разные вещи. Абсолютно правильно. Когда ты листаешь книгу, это запах книги существует, это тоже душа. И в этом плане хочется, может быть, чуть меньше дирижировать. Я имею в виду не каждый день. Потому что это механика, и от этой механики устаешь. Это практически то же самое, что когда ты кушаешь
то, что готовит мама, это самое вкусное. Но у тебя всегда ресторан, и ты устаешь от этого ресторана, хочешь что-то кушать, что делает мама. А это не каждый день. Поэтому, не знаю, чуть-чуть надо попробовать по-другому, наверное. Да, это особенно это времени, это специфика времени в пандемия нам дает много мнений, много, мы думаем много, как это все будет после этого. Но надо сказать, в России, если ты сейчас бываешь в Новосибирск, и каждый день идет спектакль, и, как я понимаю, уже зрители придут, публика приедет. Sold out, всегда sold out, люди sold out. любят. Ну, в России всегда любили балет, всегда любили театр, и это не только музыкальный театр, это драматический театр. Здесь люди любят ходить на выставки, смотреть новых художников и так далее. Это, ну, народ без Традиция этого... есть большая, да. Абсолютно. Это зависит от образования, как всегда. А еще два последних вопроса, дорогой Каренчик. Времени очень быстро прошел. А у нас два самые последние вопроса. Всегда, если, скажем, завтра твой последний концерт, потом больше ты не будешь дирижировать, а что ты будешь задирижировать? Какой будет программа твой концерт, твой последний концерт? «Весна священная», Стравинский. Почему? Потому что это, ну, я не хочу сказать самое, но это гениальное произведение, которое все сделано точно, и от этого просто, уже от мысли, что это «Весна священная», это уже мурашки, не знаю. Может быть, это самое любимое произведение, не знаю. Понятно. А самый последний вопрос. Ты пока молодой, но как ты хочешь, люди на будущее будут думать о тебе? Какой будет твой как моральный тестамент? Как музыкант? Ты знаешь, я надеюсь, очень надеюсь, что просто если люди будут вспоминать меня, то пусть они вспоминают, что я добрый человек. Я не хочу думать, что я что-то сделал в искусстве, что-то сделал в музыке, потому что кто я такой? В мире существуют супергиганты. Я хочу быть как второй, не как первый. Я не хочу делать карьеру, чтобы быть первым, а первый только Бог, понимаешь? Мы надо, я тебе скажу так, чтобы я сказал Гераму Григоряну спасибо, или Лоре Чекнабуряну спасибо, или людям, которые мне помогли сказать спасибо, я могу только делать минимум, как они сделали для другого молодого человека. Молодец. Вот тогда получится, что я сказал им спасибо. Спасибо огромное, Каренчик. Это было для меня очень красиво с тобой поговорить об этом, об все этом. И я надеюсь, мой русский словарный запас хватало. Супер, супер, это спасибо тебе. Мы будем, конечно, на связь, и дай Бог. Спасибо огромное, дорогой. Спасибо огромное. Спасибо, Пока. дорогой. Спасибо. Пока.